Блин, Даниил там что-то кидает, но мне уже впадло смотреть, поэтому я посмотрю потом. Вы могли бы подумать, что я подготовился и запустил игру, может быть, вы могли бы подумать, но нет. Могли бы подумать, что я хотя бы проверил патч, вдруг я сейчас запущу, и там ни хрена не починено, но нет, этого я тоже не сделал. Ого! Теперь не только Ред отдает подряд бабосы, но и Олег. Олег, мне кажется, это рефанд. Подумай. Ведь ты думаешь, что я сейчас буду играть игрой, и я буду смотреть видос от Даниила, потому что Даниил кинул видос и сказал, посмотрите на стриме. Я пропачился, да. Правда, я огорчу Даниила тем, что я сейчас ни хера не слышу, потому что я переткнулся, но... Ладно, я понял идею. Ну, бан Твича-то зачем? Почему все перепевают баками Дай, когда есть замечательная Синдерелла? Мне не нравится баками Дай. Да, удачно зашел. Хорошо, идея понята. Все, кыш. Прекратите смотреть на мой монитор, я стесняюсь. Смотрите лучше на Сыч. Да, я действительно пропачился. 1.03, сейчас мы запустим, и ничего не поменяется. Я не помню Today's Diamond. Я помню только Синдереллу. И это самое. То, как ее Маджима поет. Фон на стиме, в смысле на стиме. Но это Wallpaper Engine, но я его не подрезал, это просто один из самых популярных. Тогда издам это 6-й часть, ну тогда да. Я даже Кивами не допрошел. Она меня что-то задолбала. Поэтому я прошел только нулевую. Но FPS менюшки во всяком случае не починили. Хоть что-то неизменно в этом мире. Я браузер утащил не на ту часть экрана. Теперь ни хрена не вижу. Хорошо, что тут загрузки по 40 секунд, могу успеть вернуть браузер. Ой. Я вернул, да. Хорошо. Я успел дважды переключить input, игра все еще не загрузилась. Tinder, somebody likes you, open Tinder to find out who it is. Нет, мы не будем этого делать, чат. Мы будем кидать камушки. И, возможно, кататься на скейтборде. Я все-таки хочу получить паверслайд. То, что я как этот самый. Ну, погнали. Возьми. У тебя аж иконка Ферст отворилась куда-то. Пацаны, починили! Живем!
О, технологии дошли. Кнопки работают, приколите. Я их нажимаю, они нажимаются. Хадем. You're a natural. That was flawless skipping, all right. Флоулес нажимание кнопочки, all right. Really? Oh yeah, you got talent, boy. And you're humble, Я, too. не, ну это оскорбление, я не натурал. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Get low, get low, get Yep, low. that's the key. Gotta keep low profile. Window Folks can learn a lot about life from stone to the skipping. wall. Feller's gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Know what I Понятия mean? не имею, я тебя не слушаю. Okay, maestro, I trust you Я не now. маэстро, я semi-pro-боулер. I'll take you into the swamp or wherever the hell else you want to go. Want to shove off now? I'll come back later. Fine then. Just give me a holler when you're ready. I always trust a good skipper from the bottom of my heart. Куда нам торопиться, если теперь мы можем получать скейтборды и прочее говно? В смысле, фишки на скейтборд. Я, конечно, все еще не хочу добивать. Слушай, а может быть, они починили... Ладно, FPS я не наблюдаю. Может быть, они починили хреновину, где это... Где бармен говорил, что ты уже пил этот коктейль. Я хочу получить поверслайд на скейтборд, а потом вернусь к сюжету. Просто как-то странно будет пройти игру без апгрейдов скейтборда. Как-то это неуважительно по отношению к сфере. Бабуля, что ты здесь делаешь? How's the investigation coming, Mr. Special Agent? Ну так себе. Мне сначала показалось, что она меня называет ее Little Schnookums. Ну ладно. Почему-то, конечно же, нет. Ты что? Что, дурной? А как кто-то помнит, где эта штука вообще была? Здесь? Да в бак-то зачем? Мы ж что? Мы разве будем что-то еще крафтить? Стив, какой баг? Я даже не понял, про какой ты баг. Стань. Не хочу никакого бага. А, ну плюс 10 скейт. Не, плюс 10 скейт у меня есть. А, нет, у меня плюс 5 скейт. Ладно, наебал. Не хочу мусорный баг. Ты мне вспомни, где челлендж был. Где я прыжки прыгал всякие. На Abandoned Factory же, да? Да, на Abandoned Factory. Какой мусорный баг? Я в глаза долблюсь. Не знаю никакого мусорного бака, отстаньте. А, и этот что? Господи, так он же пустой. Вроде. Ну ладно, он не пустой. Ну хорошо уговорили. Medium quality plate, нахер не надо. Нужны high quality plate. Подозрительные слова идут на премодерацию. Хорошо. Так и надо. Ящик почтовый. Ну, вряд ли в почтовом ящике лежит тарелка. Наверное. Привет, забань его. Powerslide. Я не знаю, короче, про какой FPS там говорили. Название стрима невалидно. Фак. Мы не смогли. Мы не справились.
дважды не справились. Нас не интересует время. Мы живем медленной жизнью, мы никуда не торопимся. Ну, конечно, сука. Мы, конечно, все равно хотим собрать плюс 10 на скейтборд. Как же я хороший в этой игре. Как же я великолепен. Пацаны, время кончится сейчас. Не зря платите за качественный контент. Мантис, есть еще вариант, короче. И 10 вариант запустить Outer Wilds, и, короче, я буду взлетать, лететь до Солнца, уебываться в Солнце, потом лететь на другую планету, разъебываться об нее на скорости, короче. Ну, по классике. Ну, надо пройти по-нормальному, ну чё уж. Мы сможем. Не сможем, конечно, но... Кого можно было объехать все это время? Флаги-то все равно собрать надо. Прям ачивка приземлиться на слово. А, там есть такое, да? Потому что я пытался раза 4. Было весело. Нет, я перелетел. Я был так хорош. Ну ладно. Whatever. Зато бонус скоро 4.20. Чикалиф мне не всрался. В конце ограждения можно было... Не, ну это-то да, но, блядь, ну это скучно. Хочу научиться прыгать, делать пауэрслайды. Keep making friends. Я не хочу making friends, я хочу грейдить скейтборд. Почему у нее на футболке написано Baptize? А, она же дочка этого пастора, я вспомнил. А, 1984, режиссер Авилсон. Мы не будем это переводить. Карате Кид опять. Если бы никто был агентом ФБР, он был бы именно таким агентом. Ну, слышь, я бы надеялся, что он лучше все-таки катает, чем я. Так, ну ладно, это, конечно, хорошо все. Но можно и сюжет поделать. Сейчас я еще раз гляну, что мне надо для грейда. Выглядит как 20+, даже. Это опасная метрика. Дети сейчас такие пошли, ух. Выглядит отлично. Хуй знает, еще бы... Нет. А, ну да, рефанс это да. Ничего, в помещение пришли, тут все 28 есть. Doth thou seek me? Yes, I seek you. Мой win 336-426-909.
могли бы скрафтить Venom Bullets, точнее улучшить. Делать мы этого, конечно, не будем. Хотя, почему бы и нет. Так, это нам не всралось, это нам... Это что? Лайф, стамина, борода. Ну, тоже почему бы и нет. Скейтборд. Нам нужна одна голова пчелы и один кровь и шкло. Я знаю, где кровь и шкло. Нам надо пострелять пчел. Хорошо, тогда мы попробуем сделать квест пастора. Мы попробуем опять отравиться, а пока мы будем отравляться, мы будем фармить пчел. Когда мы нафармим пчел, возможно, нам упадет голова. Когда у нас будет замечательный скейтборд. Я только прослушал, что мне девка говорила про следующий апгрейд. Она там что-то говорила, надо друзей каких-то заводить, кататься, там все такое. Я же знаю, что мне надо просто граффити найти. Наверное. Жалко, конечно, что... Ну, принц, собаки, тихо. Жалко, конечно, что я это все не делал, когда Пэти еще не спиздили. Так много разговоров осталось не поговорено. В частности, про плохие фильмы 90-х. Поехали. Ну нет, не знаю, каждый раз, когда он отталкивается ножкой, оно все равно того дропает. Я, может, конечно, просто забыл, насколько оно плохо было. Но все равно явно дропает. Причем надолго. Смотрю, нет, ну первый да. Почему там синяя белка? Слышь, белка. Ой. Я сначала подумал, я машину взорвал. Потом вспомнил, что у меня специальные пули для специальных агентов. Особенных. Пчелы, выходите. В больших количествах. Что было бы, если бы было в автомобиле все быстрее должно было грузиться, так скейтборд же именно поэтому. В смысле, они это говорили даже где-то. Выстроили даже на 10к в пэти. Я все еще не в курсе, где эти дурацкие штампики. Где штампики? Что за линкборд? Первый раз вижу. Считаю того, что оно висело на стене. Вот сюда. Инвентарь, карта, журнал, дата, альбом. В журнале? Я не знаю, где штампики. Информация в какой из... В этой, что ли? Это гайдбук просто. Мне лень. Альбом это там, где флер-де-лисы. Ты может дата? Вот. Вот эта херня.
О! Блин, надо было раньше сюда зайти. У меня, оказывается, костюм есть из Сицилии. Ну, короче, вот, тут есть ачивки. Для совсем поехавших. 400 штук. Че тут побольше нет? Почему? Чуть больше почему? Блин, я почему спугнул? Жди, пчела, я перезаряжусь. Можно, не надо. 100% это к Никитосу, он вам пускай 100% на скейтборде. Тупо концепция для стрема. Проходить, короче, Deadly Premonition 2. Ехать на скейтборде в игре и пока, короче, едешь в игре, ехать IRL тоже. Да. Почему с PS1? Тут все с PS1. Знаешь, кто такой Никитос, потому что ты не уважаешь историю чата. Killer be win, killer be win, killer be win. Сакс. А чё это? Да блин. Я, конечно, шутку шутил, что Никитос ушел в Дискорде, никто теперь не пердит. Блять. Я только доехал. Так вот, Никитоса никто не звал в чате пердеть. В Дискорде, в смысле. Потому что он пришел бы и попердел бы. Нужна еще одна пчела. Даже не буду ее убивать почти. Пчела, я знаю, это было здесь. Где-то. Это не пчела, это говно какое-то. А он все еще в Японии сидит, вдруг он уехал. Пчела, покусай меня. Сильнее. Еще сильнее. Давай. Какая-то пососная пчела. Ты кусать будешь меня, нет? Ёб твою мать. Пожалуйста. Наконец-то. Голову еще дропни. Блин, ну ладно. Что-то я чувствую, я эту голову буду фармить 100-500 часов. Сейчас опять не успею доехать. Она же на единичке отвалится, да? С этой стороны. Что он не вышел покурить? Никто не рассказывает историю чата. Он приходил же на прошлый стрим первого Premonition в начало. Блять, где этот черт? Сюда подошел. Beautiful. Но его не починили. Точнее, может, его и починили, но надо прийти, когда он в халате. А ему насрать. Ну ладно, это был скучный квест anyway.
Че, будем пчелу фармить или не? Или пошли по сюжету? Мне там пишут. Мне присылают видео со смешно дергающимися тактиками. Уважаем. Go в боулинг, блин, это печально. Как ты видел, у меня не было ресурсов на то, чтобы проапгрейдить штуку на скорость. Да как они там боулинг-то починят? Боулинг сложно починить. Боулинг нужно починить в своем сердце. Ты мне про пчелу лучше скажи. Все у меня сишки. Зачем я вылечился, чтобы это ХП отнял у меня яд? А, точно, она же не отнимает яд. Сишки не отнимают яд, я вспомнил. Я не помню, когда он доктор, а когда не доктор. Я столько физику. Я сильно сомневаюсь, но можно чекнуть, конечно. Ты здесь, ты черт по-прежнему. По-прежнему черт. Как был чертом, так чертом и остался. Доктор только когда не надо никого лечить. Блин, он утром, по-моему, сидел. Что, мне до утра теперь ждать? Я не против, конечно. В здании нельзя. Если бы можно было бы курить в здании, ты бы пропустил все эти замечательные хрены загрузочные. Это 2005 к тебе на первом стриме приходил господин Зипулопс и рассказывал, что как раз в 2005 их начали жестко ебать за это. У меня нету жестких сик. Я не дотяну до утра. До 6 же, да? Вроде. Какой день? Сандей. А, он уже закончил. Ну и пошел он за ним. Ну это в боулинг. Стоп, нет. Боулинг. Боулинг до скольки? Сандей, closed. Почему сегодня вообще Сандей? Каким образом сегодня Сандей? Тяжело. Хорошо, где сейчас бармен? Бармен. 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 Вот, опять с малолетней тусит, что такое. Я его уже один раз запечатлел под мостом. Сейчас второй раз запечатляю. Не дай бог он мне откажется наливать. Рассказывая историю чатов в загрузках, не успел. Не смог. Не понял. Допустим. Right now, I'm busy. Yeah.
Он что там делает с Лолей в машине? Не понял. Вообще шляпа торчала через крышу. Очень подозрительно. Как агент ФБР мне бы следовало это расследовать. Наверное. Лучше на скейте покатаю. Вот это дроп сейчас был. Всем дропом дроп. Не знаю, как я с этой на эту переехал. Это очень странно. Пошли в отель тогда. Давай костюм поменяем. Это же тоже его тачка. Чего он тачками разбрасывается по всему городу? Ну и где история чата? Я опять не успел. Представляешь, проблема какая? Есть загадка в чате. Никто не знает, кто такой Немандов. Нет, это не про то, что растворяется в воде, не переживай, раз. Хорошо, что в Твич-чат нельзя постить стикер с Немандовым. Такой это Мурат прямо. Почему я нет нажал? Аккуратно выбрал время и нажал нет. Немандов это Алексей, нет, Алексей это Гирс. Ничего ты не понимаешь. Вот, солидный теперь буду. Омерзительно солидный. Может, не Немандов, а Немандов, но есть такое, да. Все еще считаю, что лучший мой стрим был, когда он пришел на стрим Хитмана и пел Цоя в Дискорде, подкатывал к бабке. Кто он, не знаю. That's what I'm talking. You can't. So make. Это леопардовый принц на галстуке, или мне кажется? Thanks, man. Next time. Ладно, не знаю, что это за принц. Это определенно какой-то принц. Возможно, крокодиловый. Любит меня обузанно, у тебя в штанах. Тигрины это недостаточно deep south. Вот там у чувака крокодилы же плавали в бассейне. Это очень deep south. Закончилась история чата на этом. На этом. Хотя, помню, еще были времена мамка-бота. Хороший был бот. Мамок постил.
такой собака. Ну, собака. Он говорил гау-гау и Джава говно еще говорил. Вот. И еще звал в крючки-сачки. Тоже хорошо был. Причем все говорят их собак, потому что он ревнул. Евангелик черт с 7 утра. Он должен сидеть по утрам как доктор. Это я, по-моему, правильно помню. Я еще раз попробую пофармить пчел. Если нет, я иду к сюжету и забиваю. А еще собаку носил ветровку в руках. Вот. Все, что тебе надо знать. Этот мудак стоит и курит. У меня сишки кончились. Я мудак и не купил сишки. Очень зря. А, у меня есть одна сишка. Хорошо. По Никитосу не говорят. Их что ж не говорят? Говорят. По Никитосу говорят их Никитос. Можно прямо сейчас зайти в чат и сказать их Никитос. Раз, пчела, два. Почему пчелы издают звук, как будто они щелкают ножницами, когда они промахиваются? Чем они тянут глубокий лор. Ставлю тебе 4 звезды за этот лор. Не зря в FPS чинили, можно камеру вот так вот крутить и наслаждаться, как меня плоские пчелы атакуют. Это зрелище. Ой, ну. Блин. А пчел убил. Почти всех. Еще белка что-то спиздила. А, рабер болит, ну и хуй с ним. Чего, старайся быстрее. Ну, хорош летать вокруг. Причем, главное, я же сейчас побегу к пастору, а яд-то спадет. Не бойся. Бистингер, блин, ну, короче, фарм голов это такое. Я не в ту сторону еду, да. Теперь я в ту сторону еду. Yes. Яд спал. Почему он не рестакается, когда они меня атакуют? Или так нервирует? Плохая игра, плохо сделана. Слово почему должно быть забанено в этой игре? Почему? High quality play, понял? Мне, конечно, уже не надо, но
все равно. Сразу хочется задать вопрос, почему я это смотрю. Надо. Так. Дед смотрел, тебе велел. Я сам уже хочу бежать в пчел, чтобы они меня кусали. Лез. Надо изображать, что я от них, короче, убегаю. Я очень не хочу, чтобы они меня кусали. Вот. Они меня сейчас убьет. Питер Би Винг. Все еще нет. Что ж. Казалось, что их Никитос на 23 раза больше, чем собаку. Ну да, вот так вот. По некоторым говорят, ох, чаще. Так работают человеческие отношения. Мне кажется, бармен катал на машине пастора, но поскольку он весь в белых трусах и белых ботинках и белой шляпе, то машина автоматически перекрашивалась из черной в белый. Такая моя теория. Почему я это делаю? Он на улице стоит, мудак. Почему Ред это смотрит, почему я в это играю? Она еще ржавая. Тараза. Шляпу на крыше помню. Ржавчину не помню. Потому что я стример понял. Так, делаем ставки, во сколько этот мудак заходит и надевает халат, а не робу. Есть одна фишка. Слышу, мудила. Не дай Боже. Можно посмотреть долго. Сложный вариант. Мы подождем до 10:30 примерно. Мы справились. Но он сейчас будет стоять читать проповедь, да? Блин, мороженку хочу скушать. За окном какой-то кромешный пиздец. Ливень второй день без остановки. У меня протекать потолок начал в одном месте. И пошел в пизду, короче. Но все равно хочу мороженку. Ну да, пошел в пизду. Пошел в пизду. Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Pitiful. Пошел в пизду. Ты и твой квест. Мороженка отлично сочетается с горячим кофе и горячим яблочным пирогом. Ты, кажется, пересмотрел Twin Peaks. У меня есть горячий пирог. Он не яблочный, он щавельный. И горячий кофе на ночь не стоит, наверное, пить. Горячий кофе. Fuck you. Да и мороженка тоже на ночь не стоит кушать.
Да и вообще. Ладно, мы будем благодарны тому факту, что были починены мини-игры. Не будем ожидать от этой игры большего. Вообще пох на ночь пью и прекрасно потом сплю. Так ты же алкоголик. Завтра еще и Аврора выходит. Да и хуй с ним. Наконец-то буду в игры играть. Все ясно. Прокинул меня с Vivel Hit Together. Понятно. Я понял. Я ж аптечку съем. Вот как я понял. Нахера вообще существуют вот эти вот large and versatile, если medium лечит практически полностью? Слышь, челик, погнали. А, подожди, антидот шахну, раз уж так. Нет, это антинамп, антидот. Let's fucking go. Зря я, наверное, не сейвлюсь сейчас. Hey, maestro. Ready to head out on the swamp? Я ничего не сделал. Gotta make hay while the sun shines. Let's head over to my boat. Follow me, maestro. Такой у него пиджачок, конечно, плотненький. Шел камешки. Ну, камешки и так проходят. Ну, с кем, да. Вот этот домик и вот этот телефонный аппарат, вот этот, почему-то напоминает мне Алана Вейка очень сильно, прямо вот сейчас, в этот момент. 18 августа, да, выходит AWE. We gotta go round a bit to get to your boathouse. It ain't the safest route out there. Zach, this is exhilarating. It's like an amusement park ride, only better. Divorce. Опять эта штука. Hold on tight now, maestro. This is yet another reminder about just how vast and varied our homeland of America is. AWE это DLC Control. Про Alan Wake. Ты не мог просто меня довести, блять, без вот этого говна. Возможно, также стоит переключить патроны на те, которые стреляют быстро. Вот так вот. Мне хоть в штанах. Контрол хорошая игра. Damn it, goddamn fuck. Мы не справились, чат. Как ты долго перезаряжаешься? Хорошо, я сдаюсь. Ты победила игра. Ты дважды... Ты три... Как? Стик не успевает между этими двумя. Ой, крокодилы, пацаны. Зачем в свою лодку сейчас уебал? Подожди, крокодил, я перезаряжаюсь. Свисти. Разряжаюсь. Опять крокодил. Боулинг так не съездил, оно тебе надо.
тебе надо. В боулинг и релс ходил, да я бы тоже. Я бы вообще куда-нибудь и релс ходил. Блин, мне не дали талисман улиточки. Три короны дали. Идеально прошел курс. Просто никаких претензий ко мне. This is as far as I can take you. You're gonna have to walk from here. Thanks, Chuck. Thanks, Chuck. You hear that wind a-howling? That there's a storm coming. You better watch yourself out there. You The hear? Twin the Howling — это у меня под дверью. Oh, yeah. And folks don't usually come round this end too much, so be careful. You Я got a weapon? только что при тебе крокодилов расстреливал. Just give me a holler if you need me to come get you. I do always trust a good skipper from the bottom of my heart. You told me. I appreciate all your help. Хорошо орать. Чего орать? Диснейленд только в Париже. Да, Диснейленд только в Париже. Там хороший Диснейленд. Я там был, но нихуя не помню. И да, скорее всего, сейчас он закрыт. Чё, тени повылезали, еще даже не полночь. Кто разрешил? Zach, a deadly premonition. How do you feel about this one? Honestly, I'm torn. I know the truth that awaits us here isn't one we want to accept. But we have to keep marching ahead. We're FBI special agents, remember? The United States Department of Justice has authorized us to deliver justice in their name. Это не совсем так работает, Sometimes хочешь I get to объясню? thinking, why did I ever decide to work in the justice sector? Страшилка какая-то пошла. Не хочу. Не хочу. Лейк, пока что. Почему меня пати атакуют опять? Смотрите, смотрите, на миникарте дорожки в форме дерева. Ветвей дерева, я бы даже сказал. Миникарта не соответствует реальности, меня наебали. Вот, за мной пока русский рок не гонится, поэтому все нормально. Пока только зомби-убийца. Ехов. Потом опять окажется, что мне надо было их всех расстреливать, да? Yes, we can. Отменяю сники. Ладно, кажется, мне придется их расстреливать все-таки. Что это такое? А, это Void, видимо. Ты хорош жопу вверх торчит. Тебе по жопе выстрелю. Ну, все равно, что я стреляю ему по жопе. Так, ладно. Что здесь, что ли? Я же что-то пришел. Брат. Братишка.
почему. Так, мне явно туда. Я явно не знаю, с какой стороны подойти. Можно я через кусты просто кликну? Нет? Нельзя? Ну, ладно. А можно я все-таки через поверслайд кликну? Уверен, это может работать. Все равно нет, да? Ну ладно. Ну хорошо. Так и быть. Кого я сейчас целюсь? Мне кто-то расскажет? Блин, иди сюда, я в тебя выстрелить хочу. Кусты считаются как стена. Так, потом бочка не заспавнится, если крипнул, понял. Тогда опасно. Где тут черт ходил? Только что буквально. Куда делась? Шугаркейн, стем, нахер не надо. Здесь тоже ничего. Возможно, мне стоит сделать вот так. Это мне не дало абсолютно ничего. Можно, конечно, всех убить. Это так грустно. Мне кажется, я второй раз вот так пытаюсь их убивать, и второй раз трачу больше времени, чем если бы я их просто сразу взял и убил. Прям точно не сюда. Демец. Как он там ходит? Я не понимаю, как он там ходит. Там же нет пути. Как я его убить должен, если там пути нет? Конечно, зачесался. Если бы убивал последовательно, было бы проще. Может быть. Я непоследовательный молодой человек. Слушай, там новый исправница. Нечестно. Свали ебало. Ты сдохни. Перезаряжайся резче. От МД придется похиляться. Так и быть. Манул 2, манул 3, манул сложные. Шутки у тебя лучше мануалы были. Че, вот здесь ты считал, по дебилу ходит? Остановите деда, я не понимаю, он меня пугает. Дед, перестань меня пугать.
donut. Да-да, пью. Кажется, дед выжил с ума. Ты меня доползи сначала, потом спрашивай, Хёрдс или не Хёрдс. Не люблю экшн-сцены. Эта игра кто-то любит? Есть такие люди? Это из разряда такой страшный, что даже мама не любит, по-моему. Необходимое зло не согласен. Здесь нет абсолютно ничего необходимого в этих экшн-сценах. Они необходимы только, чтобы издатель отъебался. Поэтому их необходимость заканчивается. Вот почему я через эту траву могу пройти, а через ту не могу? Что это за жесть? А тут нету последовательно. Видишь, катсцена сейчас начнется. Нет, ну подвисло. Нет, последовательно тут. Вся идея в том, что здесь лабиринт какой-то. Get fucked. Не ползи ко мне, крабик, я перезаряжаюсь. You can't do. I'll show you. Неприличные какие-то позы, мадам. У меня концентрация начинает заканчиваться. Поверни сюда, мужик. Кофе дропали или аптечки там, я не знаю. Че, ничего нету? Абсолютно ничего. Абсолютно бесполезно. Очень рад, очень рад. Рад, а знаешь, что будет после этой экшн-сцены? Еще одна экшн-сцена. Это Зулин в шапке, это же... Этот... Это разве не Джордж? В смысле, Супер Банни Хоп? Хотя не более пухлый, по-моему, да и не стримит он. Наверное. Мне кажется, моя теория неверна. Мне кажется. Мне кажется, они так и будут респауниться. Кажется, мне надо вот в это большое нахуй расширение. Вот туда. Не надо. Еще не туда. Пройти можно было бы, еще бы. Было бы здорово. Блять, как вы заебали-то, а. Фиг. Пройти мне туда как? Let me in. Потравился. Я бы с радостью. Уже стрим заканчивается, пора и спать. Нихуя не происходит.
Ты зачем сделал из меня мем с этим? С Траволтой? Удачи, чем бы вы тут не занимались, мы дрочим. Ну вот почему Фини-карта рисует здесь проход, которого нет? Мне ты объяснишь? Олег. Считаю, в этом виноват лично Олег. Он же там щелкает, он же попал туда как-то. Если понятно, как его туда заспавнило. Шо, вот по этой дорожке пошли тогда. Блин, мы там ходили уже. Нос зачесался. Сейчас я здесь побегу, они опять заспавнятся. Поэтому я не побегу, а поеду. Нет, еще крестики на миникарте, они тоже в кустах, по-моему, все. Get fucked. Вот хули тебе по 4 сейчас прокнул? Ты ебалом ко мне стоишь. Мне кажется, я нашел выход. Если это так, то можно я не буду их убивать. Все было проще. Zach, we've reached the final stage. Are you prepared for the truth? Не зря Олег проход зарефандил. Сразу прошли. Симпатично, между прочим. В какой-то степени. Сейв спать, но он же сказал Final Truth. Подожди, может тут Final Boss сразу. Конечно, понимаешь, что сейчас надо час будет через одинаковый дом идти. I love you. I'll do anything for you. I'll make your wish come true. Yes. You stand before the goddess. Mind your manners. Sorry, but I don't worship that deity. You always were a rude one. Patty, everything's all right now. Just come over to me. She can't hear you, York. Patricia's already in a trance. Outside voices can't reach her. You didn't. San Rouge? Now what kind of fool do you take me for? She's the consecrated virgin, and virgins need to be pure. She won't be able to serve the goddess if she gets all corrupted. Now will she? And besides, she's got a resistance to the stuff. Might be due to the blood she inherited from her parents. Or might be San Rouge was designed that way on purpose. Not that it matters now, 'cause she's about to die. I wouldn't do that if I were you, York. Or did you forget who gave you Mr. Alligator to begin with? You think I'd hand you a weapon without any sort of safeguard in it? This is straight out of a bad C movie, Melvin. Call it what you want, York. But I'm the main character here,
and you already played your part. Now that Candy's become the goddess, I will take her once more and claim my seat as the king who rules this town. Yes, I will be the one who rebuilds the Clarksons' legacy! Power isn't important to you, Melvin. All you care about is your loving family, remember? The man who won the heart of the most beautiful girl in the world. Melvin Woods. We can still stop this from happening. You just need to wake up, Melvin. York, you really are a second-rate man. You're incapable of understanding how other folks feel. Lena was the one I loved. Candy's merely the symbol we use to restore the Clarksons' glory. The goddess of fertility is just an idol designed to guide our people down the proper path. I devoted everything I had to Lena. Hey, Patricia! Outside voices. I was obsessed with Lena ever since I was a kid. She lived in a big mansion and also had skin as white as snow. All I ever wanted was to be just like her. My friends were too close-minded to understand. Don't let the white man brainwash you. Свиры там вписал But race was never a part of it for me. Paul and She Smart. was always far above that shit. A higher being who surpassed it all. And by the time I grew up, she already changed forms and abandoned her home. At first, I was so shocked. It felt like my dreams had been shattered before I ever got a chance to pursue them. But when I finally got a chance to meet her face to face, everything changed. I loved her female form with all my heart. The moment I saw her again, she completely possessed my soul. Hey, York, you know how they say God created man in his own image? That's what Lena is. She's God's finest creation. The perfection of the human race. She wasn't perfect in any way, Melvin. She was just another criminal who happened to be a bit smarter than most. You never understand. Anywho, I decided to follow her plan. And so I became the one who supported her from the shadows, working to fulfill her dream of restoring the Clarksons' glory. That's why I seduced Candy, married her, and kept giving her sang rouge whenever Lena told me to. Then, you know what happened? About 1 year ago, we finally saw a sign of the birth of the goddess of fertility. You mean she started growing horribly obese? 8 years. It felt long, but also short somehow. I knew from the start that much blood would be spilled, but I had no other choice. It was the only way for me to make my beloved angel need me. So you murdered Galena, too? Yeah, that didn't exactly go according to plan. Galena was supposed to kill Lise, and Lena was supposed to take Patricia's life. Then Lena and Galena were supposed to kill PJ and end their own lives. Filicide, patricide, and suicide. These 3 types of sacrifice were gonna complete the blood purge. But then you came to town. You're such a pest, York. I loathe every fabric of your being. Always buzzing around us like a gnat, trying to upset our faith, but no more. I'm gonna stop you right here, sacrifice my daughter, and complete Lena's plan once and for all. There may have been some hiccups in the plan, but the result won't change. After all, I'm her daddy. In the end, Goddess of Fertility and her king will be the only ones left. We'll find a way to make do on our own. Hey, York,
Haven't you been wondering why I'm talking so much about myself? Because this is the last stage of the game? And nope, I've just been waiting for this. Ой. The bug. Soon, Ой. she'll be reborn, and the goddess of fertility will be among us. It all ends here! Тупо унизил. Шата. Patty, are you all right? Die! I'm good. Я понял шутку про Кларксона. Я смотрел Топ Гир в детстве. Новый вот не смотрел. Нет, бандана. Подождите, я сейчас... Я за Пэти сейчас играть буду. Опять полетели. Shit! No! Stop, goddammit! Get away from her! Daddy! Mama! Get out of the way! But the goddess! Lena's plans! Daddy! No! Damn it! I was supposed to be the king! I need to stop the fire! Shit! Damn it! Daddy, run! I'll die for you. Patricia? If Mama and I die, it'll all end, right? I know about the real you. I know that my blood's cursed. So I'm just gonna die. I'm gonna die here with Mama, so it'll all stop. Just please run, Daddy. You're a good man, aren't you? Даже сюда отражение завезли. Daddy Это же мем с Путиным. saved me? He saved her because deep down Patty. in his heart he still loves her. Zach, I need you. Give me Quick strength. time events. Button mash. Да, нет, да, нет, нет, да, нет. Dad, you saved me? But why? Deep down You kept in saying you my were gonna kill heart. me. Daddy! I can't do it!
Are you all right? Блять, вы на сраной лодке, вы можете просто уплыть уже? Save my daddy! Get out of here! Yo, take my CLG and run! No! I can't leave both of you here! Just go! No! Оставь меня, нет! Оставь меня, вас только задержу. Бегом к вертолету. I sinned. I can't come back to this world. We have to say goodbye here. I'll take your mama with me. It's time for you to start a new life, sweetie. One where you won't be shackled to your destiny. Now get to the chopper. York, I've confessed my sins. I'm gonna die here. I know this isn't how you wanted things to go down, but she's innocent. My CLG is pure. Please, just take her and get out of here. No! No! I'm staying with you! Драматичный потолок драматичен. Потолок никогда не падает раньше или позже, чем нужно. Он падает ровно тогда, когда надо. Let's go, Patty. No! Let me go! Fucking go already. Жух, улетел. Как Супермен. I'm sorry, CLG. I've been a horrible father. Even before we ever met, I was always heading down the wrong path. But I finally understand it now. I love my family from the bottom of my heart. Both you and your mama. От пиздабол. Me too. I love you with all my heart, Daddy. I'm sorry, Candy. Галстуки анаконда, ну ладно. Почти крокодил, все равно рептилия. Lena, I'm such a failure. I screwed it all up again. Your whole plan's been ruined. I'm sorry. Right up to the end, I could never do anything right. Это потому, что ты тупой. Really? So, it's all okay? Oh, good. Well, just hold on then. Candy and I will be right there. The worst father raised with the sweetest daughter. Life can be a bitch sometimes. But it wasn't all bad. Ну, хуй его знает, братан, хуй его знает. Katrina brought that rain to us.
saw him. But she washed all that away. Every last trace. Джаз пройдет в FPS, так он же пререндеренный. Куда пошел? А ну вернись. Fucking FK. Что там, сколько 4-я глава? Видишь, коротко. Let's fucking go. I just love the look of glistening green grass. You know the green I'm talking about. Moist with sprinkler water, reflecting the radiance of the sun. In that regard, Louisiana's grass is in a class of its own. Just picture it on a clear summer day. A cold beer in one hand, gazing out from your porch onto the garden you're so proud of. This is the life. Doesn't get much better than this. That's how you feel. A well-kept garden and a cold beer, the ultimate combination. They go hand in hand, just like hot dogs and sporting events. But that grass, it's got a bit of a nerve to it. It doesn't matter how many times you cut it down. It'll always keep coming back and turn your eyes away for a bit. And that's when it'll really sprout up. Up until last week, your garden was perfectly pruned and balanced, symmetrical and pristine. But you wake up the next morning, and you can't even stand to look at what it's become. That's why people work so hard to cut their grass. Like it's some ordeal they've been tasked with by the big man in the sky. Oh. And it never ends. Understand me, Zach? If you want to stop cutting your grass, well, you need to either submit to its growth or force it to wither. That's all humans can really do. Hard work never really gets you anywhere in the big picture. Nothing but wasted efforts. You following me here? Now just be honest with yourself. Be honest, Francis Zach Morgan. Это тоже FK сейчас говорил. Да, я угадал. Что моложе. Причесан другой. Such a touching reunion. Like a little boy who was given up for adoption, finally reuniting with his true parents. Look, even little Willie here is beside himself with joy. Casey! Oh dear. I'm gonna kill you! Босс батл? Hey, let her go! What the hell's gotten into you?
Они танцуют или что? Как-то они неуверенно местами менялись. Are you okay? Трупы Ренс, Форест и пес. Форест пес. Форест пес. That should do it. Well, no turning back now. How should we clean this up? I'm searching the room. Что-то местные агенты ФБР не очень в CQC, они танцевали. Была не драка. This room is pure insanity. But I can't let it shake me. Why did you come here? Правильно, не надо трясти. Remember the real reason you decided to investigate Morgan's house in the first place. We came here to find a missing girl. Came here, потому что он поменял пиццу. Раньше одну заказывал, а потом другую стал. Come on, Agent Jones. I know you're hiding something. What are you talking about? You've been watching him for 4.5 years, haven't you? Can you really stand here and tell me that you never saw a single one of the strange signs I'm picking up on now? What signs? Deadly premonitions, preparations for kidnapping or terrorist activities, sexual depravity, violent tendencies, self-mutilation, or even just contacting a specific person periodically. Nope. Nada. He doesn't fit any of that. You think I'd really ignore something that obvious? I may be a schlub, but I'm still an FBI agent. Then why didn't you do anything about this room? Or did you merely choose to ignore his abnormal proclivities? You want to know what I did? I did my damn job. End of story. I was outside the entire time. How do you expect me to notice a room like this from out there? It's as simple as that. At least it was. Until you dragged me into this whole mess. Don't blame me just because your big investigation ended up leading nowhere. Then tell me the truth. After seeing this room, can you really say that man is in his right mind? He kept this room a total secret from you for over 4.5 years. No normal human is capable of such a feat. Only a true genius. Or a true monster. Только True Genius может закрыть шторки. Can you really guarantee that he won't try anything if we just let him go here? Well... Then you need to help me. Find some sort of evidence that we can use to make him reveal what he's plotting. Okay. I was so positive, but she isn't here. There is something about this room, though. Agent Jones, what do you think? Me? I'm not as smart as you. Why are you even asking me? Are you hiding something? Of course not. Knock it off. Me? Hiding something? Ha! That's a good one. Come on. I got nothing to hide. Я думаю, ему можно верить. I thought I would find answers in this room. I thought that Patricia would be here, but I was wrong. This room is only filled with photos of people related to the case and the handiwork of a madman. Feels like I'm wandering through a heavy mist. Why is Morgan showcasing those women's photos and that bed? If you loved someone from the bottom of your heart, would you ever be able to marry someone else? Whoa, what are we talking about? I never heard of any kind of motive like that in any other murder case. I just keep feeling like we're being fed a story that he made up in his mind. True. Honestly, without having experienced what that's like, I can't really say what I'd do. But I'd never try and force love to happen, if it didn't seem like it was meant to be. There are 3.5 billion women on this planet. There's got to be more than one specific person who anyone can fall deeply in love with, right? But what if we were talking about pizza, not women?
You just discovered the perfect ultimate pizza, but you aren't allowed to take even a single bite unless you kill someone for the cook. Have you ever loved someone with all your heart? What kind of person do you take me for? That's my line. Очень глубокий обмен сейчас был. Why did Lise have to die first? What? What is this? Oh, you gotta be kidding me. Объясни для тупых. Я тупой, я не понял. Чё по крысам? Чё по деревьям? After she lost her family in the Le Carré incident, she went to go live at the Clarkson estate. And once she grew up, she assumed control of their empire seemingly without any hesitation. She must be strong. How did she eventually come to accept her cursed blood and the fate it placed on her shoulders? The one who took her in after the incident was Daniel Clarkson, the next in line to succeed the Clarkson family. He's the one that ended up raising her from that point onwards. Ну, крыса-то ей приглючилась, ее уж там не было. Isn't fate strange? In the end, two people who were completely unrelated by blood ended up inheriting that house. Yeah, you're right. But sometimes I wonder, what is family anyway? Go back far enough, we're all strangers to one another. We're talking countless generations, marriages and birth, you know. Humans love to deify the rules they create. It's almost like that's been an unwritten law from the very start. Мне показалось, когда сверху показывали из ее глаз, типа крыса была, она ее видела, потом показали сбоку, ее там не было. Вроде. Отсюда я ее не вижу, во всяком случае. But upon closer look, I can see some strange sort of pattern to it all. Was Morgan trying to recreate something with all this? If so, there must be a reason for all of these weird and hideous things. Why do you think Jethro here survived? Why? I mean, doesn't he look like the kind of guy who'd die first in a horror movie? He married into the Clarkson family. He didn't possess Clarkson blood, so he had nothing to do with Helena Doman's plan. The blood purge thing? But if that was all there was to it, then Helena Doman wouldn't have killed anyone but Clarksons, right? Yet a ton of the Clarkson gang members died, along with Sheriff Woods. Doesn't add up. She did whatever it took to achieve her goals. She'd kill if the plan required it. But killing people outside of the Clarkson family was never a priority. Her ultimate goal was to cut off the Clarkson bloodline. Maybe he was always meant to be an assistant to the goddess of fertility. What, like a servant? He was the kind of person who was most in his element when he had someone to serve. Опять рассчитает. Even afterwards, he let Patricia take over the estate, while he became her assistant. As soon as he settled into his role, the townspeople started to respect him. Now they practically revere him, and he's even earned himself a nickname, One-Armed Danny. So you think his life played out exactly the way Professor R planned it to go? Talk about tragic. Эш Ли. Лучшая девочка в Mass Effect.
Galena Clarkson went to California to become an actress, but things never took off for her, so she eventually returned home. Then she murdered her own daughter and ended up like this. Where did she go wrong? She did manage to appear in a few movies, right? Not as any characters with actual names, and never with much clothes on. So that's the only value they saw in her, huh? Sorry, that was insensitive. It's an everyday occurrence in that world. She was also bullied a lot. Bullied? How? They'd cut up her costumes, her scripts, and even her own clothes, everywhere she went. Then after 3 years of that, her stylist chopped off a chunk of her hair. By accident. Are you kidding me? I did a little investigating on this. In the end, a self-titled big cheese producer tricked her. She almost ended up going into porn. Not hard to imagine what would have happened after that. One witness said that after returning to Lucare, she refused to use scissors to cut anything. Cut, snip, snap. И штука эта ползающая тоже. You sure it's okay to press that? Won't know until we try. Hey, it's Woodstock. Look, a peace sign. Love and peace, man. Even I can figure out what this is from. It's Jimi Hendrix, Janis Joplin. Oh my god, that's crazy, man. Grateful Dead, and Led Zeppelin. But I shouldn't have to explain it to a music nut like you, right? That isn't a peace mark. It's upside down. You don't need to be a music nut to see that. Who says that's the top part? If you're looking from Lisa's head, this is the top part, making it a big, fat peace mark. No, this is the ground. Where's your proof? The red seeds. Seeds go in the ground, right? That makes Вот this это wall the bottom. охуенная логика. Lisa's head is clearly at the top. Period. Also, Agent Jones. Led Zeppelin never played at Woodstock. Seeds go in your очко. So your очко is the ground. What's that? A hunting trophy, a brown bear, with a dragonfly eye patch. Why is it smoking a cigar? It's probably supposed to represent Philip J. Clarkson's body. And the elk is? Helena Doman. So that's why it's got such good taste in fashion. And this one is Galena Clarkson? Why did he want to line up corpses that were killed in different places, all together in a single room? Red seeds? Red sun, red sun. He's representing a human with a hunting trophy made from an Red animal. sun of paradise. I feel like I'm looking at a piece of modern art done in really bad taste. Same. Anna Graham, the first victim of the Greenvale case. Her body was found hanging from a tree, like a goddess being worshipped in a sanctuary. Meanwhile, Lise Clarkson was found on the bank of a river in an area that had been fashioned into an altar. The person who gruesomely ended the life of that young woman must be brought to justice. I completely agree. They both still had their whole lives ahead of them. The Le Carre case and the Greenvale case. According to my investigation, the one key that links both cases is Francis Zach Morgan. But if we look at the cases from his point of view, we see one more connection. The red seeds are also present in both cases. I believed that he was the one who brought them to both towns. But maybe... No, never mind. When Helena Doman returned home, someone must have let her inside. You think that was her brother-in-law, Daniel? I don't know. Well, alligators did chomp his arm off.
He probably had it in for old man PJ too, but, you know, I don't think he had anything to do with this. Why not? You're making it out to be more complicated than it really is. That's always the problem with people like you. Too smart for your own good. Just get to the point. Professor R marched straight through the front door to the mansion. She arrived right at her destination using the quickest route possible without having to undergo a single security check. I know. My question is, how was she able to do that? Because she's family. It doesn't matter if PJ disowned her. He never stopped loving his son. A father would never abandon his child, no matter how much they fail to fulfill his expectations. That's what being a parent is all about. Don't look at me like that. I know, I don't have a son myself, but I have a father. He's still back in my hometown, managing the printing plant my grandfather started. He'll be turning 80 soon. He wanted me to take over the place, but as you can see, I'm out here. But I know how this whole thing works. Even though I haven't seen him in forever, the minute I go home, he'll welcome me with warm, open arms. Логично. He took in the daughter of the man who murdered his beloved wife and daughter. That's quite the feat. She planned a string of murders all in order to restore the Clarksons to their former glory, right? Yeah. According to Morgan's story. Matches up with the files, too. But the only proof of that is the confession she privately gave to Morgan just before she died. Galena Clarkson was also murdered immediately after she confessed. Don't you think it's all a little too convenient? Well, story-wise, yeah. And the sacrifices. None of the FBI's official records contain an example of an actual human sacrifice. Aside from the cases that Francis Zach Morgan handled, that is. There are tons of examples of animal sacrifice, though. And remember the witch hunts back in the Middle Ages? Meaning? Meaning, there are always exceptions to the rule. And Morgan alluded to the existence of some sort of journal, right? I think he said he read it in Professor R's lab. If we could find that, maybe this would all become easier to swallow. The report didn't mention anything about a journal. And if it truly did exist, it surely would have been submitted as evidence, unless he tried to cover it up on purpose. Or... unless the journal never existed in the first place. Exactly. He was taught how to rule as a child, never confided in anyone, and married for purely political reasons. Then he prospered so much that he became powerful enough to rule an entire town on his own. But in the end, his own child betrayed him and ended his entire clan in a series of violent deaths. If that was your life, how would you look back on it? Yeah, beats me. I wasn't born into a rich family, nor was I ever taught how to rule. And for what it's worth, I've also never knocked up a young ex-actress. But I guess the one thing we can say is that any good life needs balance. Get too hung up on one thing and you lose sight of everything else. And if you betray someone, you'll get betrayed too. Свери продолжает пушить свой good life. Прекратить монолог. Someone thinks they can step all over people and then live out the rest of their life in peace. They're fooling themselves. We always get to see how those people end up in our line of work. In the end, they die horrible deaths. That is why pizza is the only thing I trust. Pizza never betrays you. This case took place in Lucare and centered around the Clarksons. Oppressive authority, cross purposes, madness, and love. But Katrina took the truth along with many innocent lives and buried it all at the bottom of the swamp. But there's one truth that can never be washed away. This all started with the death of a young girl. Ты большой ревил будешь делать уже, нет? Everyone thinks that the крыса настоящая. tree is the fruit. But in point of fact, the principal thing to it is the seed. Now I know why Lise Clarkson was murdered first. Lisa's death was Professor R having second thoughts. According to Morgan, her plan was to perform parricide and filicide, then commit suicide.
Those were the 3 deaths necessary to complete the ritual, remember? Which means she technically could have killed Patricia first. That would have been the best way to delay any interference from the Clarksons themselves. The reason she didn't kill Patricia first is because Lena was actually following a different plan inside her own mind. Or perhaps she merely changed her plan as she followed through with it. At some point, new emotions started to take root within her. She had second thoughts about something. Внутри нее выросло прекрасное эмоциональное дерево. And in order to shake those off, she used Galena to kill Lise first, in order to cut off any possible escape. But that only made her plan move ahead quicker than she could have ever imagined, which forced her to rush right up to the end with those misgivings always in the back of her mind. Huh? Wait, hold on. Yeah, you lost me. What are you talking about? In other words, at some point, Helena Doman decided that she wanted to make Patricia the next heir. The blood purge wasn't for the goddess of fertility. It was for their daughter, Patricia. Wait, are you saying Helena knew from the start that Sheriff Woods would die with Candy? That's the only explanation I can think of. Huh. Remember, this is only assuming that everything Morgan told us was true. Until I can trust that man, this is all nothing more than conjecture. Considering how insane this all is, it sounds perfectly believable to me. Так чё с крысой и деревом? Бля. Francis Zach Morgan. Remember me? Yeah. Oh, cat got your tongue. Yeah. Understood. You know why I'm here, don't you? Surely you must know what this means. Такая же белая змея ползла To commemorate our reunion, по груди Анны в интро первой игры. the contract, once signed, will last for eternity. But only in the presence of true love. Did you hear that? Good. У тебя змея через It's been a шею while прыгает. since I felt this. You know, there's hardly anyone in this era who can see me like you can. And they've been dropping like flies since you first came to see me. Breaks my heart. We don't have much time. Yes. Do you have any questions for me? Excellent. You pass. You haven't changed, Francis Zach Morgan. But that question isn't for me to answer. Go and see it with your own eyes. Oh, time's up. We'll have to finish this during our next reunion. Было бы смешно, если бы сейчас просто титры пошли, короче, все. Fail to apprehend targets, по-моему, надо заканчивать. Вон там квиксейв сейчас был. По-моему, надо завтра добить. Меня наебал Евгений. Он сказал, что там супер короткая глава. А она не короткая. Что ты там жужжишь? Опять дед жужжит. Ну, тут, короче, я вангую еще минут 15, скорее всего 20.
Там титры. Если failed to apprehend target, это значит, они пошли за Патрицией, она куда-то съебал, там феечка летает. Видели, феечка? Вот. Поэтому сейчас будет, возможно, даже экшон, а то и какой-нибудь last boss. Феечка. Короче, завтра добьем. Так я спать пойду. Бешечки. Клиффхенгер, так сказать. Ой. Горячо ноется, очень хорошо. Нажимаю кнопочки в обашке.